Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Терпение Чонгука рядом с Тэхёном бесконечно. Девятое место. Убрать руку и спокойно почесать нос. Нет. Почесать нос чуть не довести Чонгука до белого коленя. О да. Тэхён отлично справился со своей задачей. Восьмое место. Совпадение или нет? Брат Чонгука в Инстаграм опубликовал фотки, как ходил смотреть новинку от Marvel. Дэдпул 3 и внимательные армии могут увидеть на первой фотке весьма знакомые ступни. Чонгук и Тэхён любят марвеловские фильмы и, похоже, ходили на премьеру вместе с братом Чонгука. Седьмое место. У них словно вечный спор, кто первым сдастся и дотронется. Когда все были заняты практикой, Чонгук делал то, что делал. Чонгук сказал: «Тэхён, я тебя нарисовал». Шестое место. Поведение пары. Топ вещей, которые будут происходить, когда Тэйкук окажутся вместе на съемках. Тэхён будет гладить Чонгука, возможно, за неприличные места. Чонгук будет стараться коснуться Тэхёна. Чонгук будет зависать, смотря на Тэхёна, и не отвисать. Тэхён всегда будет лежать на Чонгуке. Чонгук всегда бесполезно будет показывать всем, что Тэхён только его. Стаффу придется без конца их оттаскивать друг от друга, поэтому какие тут могут быть съемки? Со своим парнем он чувствует себя как дома. Когда хочется держать любимку за руку, но нельзя. Выход есть всегда.
5 место. Он раньше порой сталкера-маньяка напоминал. Четвертое место. Забота. Впервые вижу этот момент. Теплые объятия Тэхёна, который всегда был рядом, каждый день, час, минуту, чтобы поддержать и подарить любовь тому, кого выбрало его сердце сразу, узнав в нем своего человека. Безопасное место Чангука. Один конкретный человек. Третье место. Новости. Перед вами итальянская гимнастка Элиза Иория. Ее фотографии мгновенно распространились в соцсетях. А все почему? Потому что она армия, и на ее спине красуется надпись «Love Yourself». И я подумал, какие же мы все-таки одинаковые в своем проявлении любви к BTS. Будь ты гимнастка или королева Англии, это совсем не важно. Мы равны в своих чувствах и необъятной любви к парням. Мы все армии с фиолетовыми сердцами, которые набиваем на свое тело в качестве вечного напоминания о том, кому мы принадлежим. Это так трогательно, так значимо и так по-нашему. Армии невероятные. А вы когда-нибудь плакали из-за лапок Чангука в носочках? Или вы нормальные? «22 мая подходил армейский конкурс музыки. Намджун и его команда получили награду. Фото с мероприятия только сейчас появились в сети. То, как Тэхён сразу успокоил Чангука. V-Type-1 в Лос-Анджелесе. Стенд с пожеланиями для Тэхёна уже полон милых посланий. Посетительница поделилась своими эмоциями. Я была глубоко тронута, когда увидела фотовыставку Тэхёна. Каждая фотография отражает его красоту и чистоту души, позволяя вам ощутить его эмоции через каждое выражение лица. Фото с выставки сделал ее муж. Мастер-класс от фокусника Чангука. Тэхён получил еще одну награду «Тренд года» K-pop Solo в июле на Korea Grand Music Awards 2024. Посмотрите, какая красота! К началу проведения выставки Чангука уже готовы сценические диорамы Чангука третьих типов.
BBC «Культура» и «Развлечения плюс» сообщают, Тэхён поддержал олимпийских спортсменов Юбин Айфайтинг. Весть о медалях наших спортсменов на Парижской Олимпиаде распространяется, накаляя обстановку. Тэхён, который сейчас служит в армии, привлек внимание поклонников балея за наших спортсменов. Тэхён опубликовал в социальных сетях видеозапись сцены выступления корейской команды и BTS, кимчи и ханбока как символов Кореи. Он продемонстрировал свою любовь к своим поклонникам, лично написав имя фанатов BTS ARMY. Национальная теннисистка Шин Юбин уже давно говорит, что является фанаткой BTS. 3 года назад на Олимпийских играх в Токио Тэхён также болел за Шин, и Шин привлекла внимание, признавшись, что в то время у меня дрожали руки. Маленький шкодник, ну как его не любить? Учитывая, что организатором выставки является компания Hype, ты опять облажался. Они в очередной раз недооценили способность Тэхёна привлечь публику, не ожидали увидеть такую огромную любовь фанатов. Большинство товаров, представленных на выставке в Лос-Анджелесе, распроданы и не будут пополнены до пятницы. Есть много людей, которые приезжают издалека, чтобы посмотреть выставку Тэхёна, но если не пополнят запасы товаров быстро, то будете очень расстроены. Горячий как сам ад. Чангук и Тэхён 9 лет назад. Его эмоции. С утра пораньше я пришел напомнить вам об этих Тэйкук. Слишком горяч для этого мира. О Чангуке. Чангук настолько перфекционист, что захотел переснять танцевальную практику из-за того, что его цепочка зацепилась, и ему это не нравилось. Он большую часть времени уделял работе. Что мне показалось действительно крутым, так это то, что он уважительно взаимодействовал со всех танцорами без исключения. Танцевальные способности Чангука действительно впечатляют. В его движениях
есть невероятная плавность и сила, которые выделяют его. Наблюдать за его танцем – все равно, что наблюдать за кем-то, кто был рожден для выступлений. Люблю, когда он смущается. Это всегда так очаровательно мило. Хейт обрушился на Тэхёна, люди начали называть его ленивым. Многие писали, что в отличие от других участников, он ничего не готовил для фанатов. Я хочу представить вам целый список того, что Тэхён сделал для нас, чтобы некоторые люди больше не осмеливались открывать рот в сторону трудолюбивого Тэхёна, который очень любит фанатов. От Love Wins All до рекламы Семинвест с Джеки Чаном, релизы Тэхёна после ухода в армию. Тэхён поступил на службу в южнокорейскую армию 11 декабря 2023 года для прохождения обязательной службы. Перед зачислением в армию Тэхён выпустил свой дебютный сольный альбом «Лайоува» 8 сентября 2024 года, который быстро возглавил несколько музыкальных чартов по всему миру. Несмотря на продолжающуюся службу, певец и автор песни «Love Me Again» выпускал различный контент. В своей последней прямой трансляции на Вевос 5 декабря 2023 года он заверил своих поклонников, что записал и предварительно отснял различный контент, который будет выпущен последовательно, чтобы армии могли им насладиться. Оставаясь верным своим словам, артист кей-поп выпустил новые песни, сотрудничал с другими музыкантами и многое другое. Тэхён сдержал свое обещание армии, выпустив для них различный контент. Вот список всех проектов, которые он выпустил во время службы. 1. Wherever You Are от Юми при участии Тэхёна. Первый релиз после службы был с американской певицей и автором песен в стиле R&B Юми. Тэхён принял участие в ее сингле Wherever You Are, выпущенном 30 декабря 2023 года. Юми упомянула, что песня была подарком BTS армии на день рождения айдола. 2. Рекламная кампания Compose Coffee. Тэхён был объявлен лицом бренда напитков из Пусана Compose Coffee в декабре 2023 года. Его первая рекламная кампания вышла в январе 2024 года, что повлияло на доход от продаж бренда. Compose Coffee зафиксировал рост продаж на 72% после участия Тэхёна в рекламных кампаниях. 3. Love Wins All от IU при участии Тэхёна. Южнокорейская солистка и актриса Ли Джи-ин выпустила свой камбэк-сингл Love Wins All 24 января 2024 года. В официальном музыкальном клипе трека снялся Тэхён в роли возлюбленного IU. Love Wins All получила оценку Perfect All Kill в корейских музыкальных чартах, а Тэхён получил высокую оценку поклонников за свое актерское мастерство. 4. Рекламная кампания Семинвест, Тэхён, Джеки Чан. 1 марта 2024 года Тэхён попал в заголовки, когда индонезийский инвестиционный бренд выпустил свою рекламу Experience Limitless с участием Тэхёна и китайского актера Джеки Чана. Оба амбассадора бренда стали вирусными в интернете из-за рекламы, а также из-за их взаимодействия и закулисных съемок. 5. Friends. 15 марта 2024 года Тэхён выпустил свой сольный английский сингл «Friends». Трек был написан и спродюсирован звездой кей-поп и достиг номер 1 в чарте песен iTunes Worldwide Song Chart в 100 странах. Free and S стал пятым сольным синглом Тэхёна, достигшим этого результата в чартах iTunes Worldwide. 6. Type 1 фотокнига. 9 июля 2024 года Big Hit выпустили эксклюзивную фотокнигу айдола Type 1. Книга содержит фотографии с путешествий и моментов айдола с 2022 по 2023 год до его зачисления в армию. Big Hit организовали мероприятие ArtSpace Type 1 Exhibition, чтобы продемонстрировать содержимое фотокниги для армии. Тот самый тип бойфренда, единственный в своем роде и созданный под Тэхёна.
Чангук, я не кролик. Также Чангук. Просто вайбы эфиров Чангука. До 100 миллионов осталось чуть меньше 600 тысяч просмотров. Кертис Чин, бывший посол США, который ранее цитировал Тэхёна, впервые посетил Сеул после пандемии и сделал снимок с Тэхёном в кафе Compose Coffee в Мёндоне. Как сделать Тэхёна счастливым? Просто дать ему носочки Чангука, и его самая искренняя улыбка не заставит себя ждать. О музыке, как в своем жизненном пути, впервые Тэхён задумался в 6 классе начальной школы, Чхадын Хакё, то есть в возрасте 12 лет. Тогда отец подарил Тэхёну его первый MP3 плеер. Так как я тогда жил в сельской местности, я мог представлять себе работу только в сельском хозяйстве, поэтому я считал, что должен хорошо учиться. Но все изменилось, когда я начал интересоваться музыкой. Папа Тэхёна в этих начинаниях поддерживал, ибо, как гласит легенда, сам хотел стать актером. Но это и не мудрено с такой-то внешностью. Всю среднюю школу, Чонхакё, а это 3 года, Тэхён учился игре на саксофоне. Ему казалось, чтобы стать певцом, нужно обязательно уметь играть на инструменте. В его копилке золотая медаль на межшкольных соревнованиях провинции Кёнсан-Намдо. Кстати, забавная история ходит об этом периоде школьной жизни Тэхёна по сети. Насколько верить этому, решаем сами. Мы поделимся старой историей, которой поделился учитель, преподававший у Тэхёна в средней школе Гачан. Сэнсэним, учитель по-корейски, посчитал, что армии понравится эта история, поэтому и рассказал о давнишнем забавном случае. Тэхён получил награду за игру на саксофоне на конкурсе искусств в средней школе в Кёнсан-Намдо, поэтому я несколько раз приглашал его выступить на фестивале искусств «Арим» в Гачане. Тэхён отказывался, но потом неожиданно пришел Ка и сказал, что примет участие. Он довольно хорошо играл на сцене, но внезапно в конце начал допускать ошибки в игре. Когда я спросил Тэхёна, что случилось, он сказал, что у него в кармане завибрировал мобильный телефон. Играть на саксофоне Тэхёну не очень нравилось. Инструмент был тяжелый, от игры болели губы. Обычно говорят, что Тэхён бросил заниматься, потому что ему надоело. Это не совсем так. Параллельно с занятиями на саксофоне Тэхён занимался хореографией в танцевальном клубе Broadcast Dance Club, где в основном танцевали в стиле кей-поп. Так или иначе, но обучение саксофону позволило Тэхёну выучить нотную грамоту и позволило в дальнейшем легче осваивать другие инструменты. Саксофон Тэхён не забросил, и мы с удовольствием наблюдали его игру во время живого выступления «Slow Dancing».
Капелька серотонина. Милые послания, оставленные для Тэхёна на выставке. Тэхён, спасибо, что ты существуешь и делаешь мир прекраснее. Люблю тебя, мой вечный артист. Тэхён, спасибо тебе за то, что ты замечательный человек и вдохновляешь многих. Тэхён, люблю тебя больше, чем можно выразить словами. Спасибо, что вдохновил меня стать лучшей версией себя и полюбить себя. Никогда не меняйся. Люблю тебя очень сильно. Спасибо за твою замечательную музыку, медвежонок Тэхён. Барахэ. Милый Тате, спасибо, что привнес в мою жизнь столько солнечного света и любви. Люблю тебя бесконечно. Тэхён, ты — весь мой мир. Я люблю тебя до Луны и обратно. Спасибо за твою потрясающую музыку. Я так сильно люблю тебя, Тэхён. Спасибо, что привнес столько счастья в мою жизнь. Тэхён, продолжай в том же духе. Спасибо за то, что ты был нашей счастливой таблеткой. Дорогой Тэхён, мой ангел, я всегда с тобой. Второе место. Это так интимно. Тэйкук — это делать вид, что вовсе на нем не залипаешь. Этот взгляд. Зависимость Чангука от аппетитной задницы Тэхёна. Тэйкук – определение для фразы личное, но не секретное. Первое место. Чангук сказал, друзья не могут чистить друг другу креветки. Тэхён сказал, друзья не едят одной палочкой для еды. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.